Уже пошел почти 10-й год, как тренд на СЖВ-повестку вошел в кино, игры, ну и обычную жизнь. Для телепузиков начали делать отдельные гендерно-нейтральные туалеты. Для них начали выделять отдельные квоты на рабочих местах, ну и в развлекательных местах по типу там игр и кино. Да, Америку я вам этим не открыл. На русском ютубе уже давно есть целый канал, посвященный этой теме, по типу гендерфлюидного вертосексуала. Правда, он что-то видео стал редко выпускать, ну да похуй. Но в этом видео скорее хотел бы разобраться, из-за чего в целом появилась такая ситуация. Ну, какой-то Валера в комментариях сейчас напишет, мол, это все пропаганда, деньги вложили, вот результат. Толпа телепузиков уходит выступать за свои хуй пойми какие права. Но пропаганда обычно просто бьет по уязвимым местам населения. Чтобы она работала, нужна проблема. И как раз как решение можно продать людям идею. И какая такая проблема была в США, что нынешняя повестка стала ультралевацкой? Их часто называют левыми, но, ребят, левые и телепузики — это как рыба и военный вертолет Апачи. Это буквально разные вещи, настолько, насколько это возможно. Скорее подходит термин «новые левые». Он появился где-то в 60-х годах в США и в основном боролся за ущемленные права разных челикосов, особенно немного темноватеньких. Можно сказать, мол, вот, начало всех бед на земле. Но на самом деле в то время и вправду были огромные траблы с правами у черных. Отдельные места в автобусах, отдельные школы, эксперименты на черных, да-да. Да, много рафлон ебальных вещей вскрылось со временем. Ну, короче говоря, само движение появилось именно тогда. Просто со временем общество перекосило в очень и очень странную сторону. Тут как с феминизмом. Активнее всего стали бороться тогда, когда проблемы уже нету. Но давайте все же разберемся, откуда растут ноги у этого движения. Тут стоит начать с того, как в целом пропаганда начинает свою работу. Так сказать, как она прогревает народ. Ну, все начинается с первого шага – привлечения существующей проблемы. Пропаганда начинает мусолить существующую проблему и раздувать так, как будто, если это не решить сейчас, то, блядь, наши дети уже будут жить в антиутопии 1984. И вообще планета взорвется. Обычно берут общественные или политические темы, которые касаются самых базовых инстинктов человека, такие как принадлежность к группе, защита территории, угроза родным. Немного подробнее расскажу об этом в следующих шагах. Второй шаг – это повторение ключевых посылов. Тут все работает точно так же, как и с обычным человеком. Если на протяжении жизни он от 1000 человек будет слышать, что он чмо, то он и вырастет чмом, скорее всего, опять-таки. Тут есть, так скажем, исключения и так далее, но, опять-таки, мы говорим больше про большинство. Но эта фишка работает и с самим собой. Есть такая вещь, как аффирмация. Условно, вы настраиваете себя на хорошее, и в итоге вы более уверенные в себе, более в хорошем настроении, и, как следствие, вы более эффективны. Ну, ладно, немного отошли от темы. Просто дал пару примеров, как это работает в меньших масштабах. Пропаганда начинает гнать одну и ту же тему раз за разом. Вначале это звучит как бред, потом постепенно становится допустимым. Очко Авертона постепенно растягивается. И вот вы уже допускаете, что женщины в Западной Европе ущемляются, а злые мужланы убивают, насилуют и избивают жен. А про бедного ущемленного Джамала я вообще молчу. Третий шаг. Я называю это эмоциональным прогревом гоев. СМИ, журналисты и условные тиктокеры, которым можно дать конвертик, и они будут говорить то, что ты хочешь. Это, кстати, тема была на выборах в США, хуй с ним. Все они рассказывают душещипательные истории, невыдуманные, конечно же, о которых невозможно молчать. Образы в этих историях должны быть максимально яркими. Если история грустная, то у вас должны слезы из ушей идти. Если цель заставить вас бомбить на тупого мужлана-абьюзера, то его надо сделать последним скотом и психопатом похлеще Антона Чигуры. Ну, суть вы поняли. Вы слышите такие истории и начинаете думать, мол, может и вправду такая ситуация происходит. Я что-то много таких историй уже слышал. И так вы потихоньку проникаетесь движением. А такие истории еще и подкрепляются синдромом жертвы, где каждая феминистка хочет рассказать о насилии, абьюзе и великой борьбе против системы. Самое жалкое, наверное, то, что такие псевдоистории настолько стали обесценены, что настоящие жертвы насилия сталкиваются с непониманием от общества. Да, когда муж приходит домой, пиздит сковородкой голову жены, ей, наверное, не помогут позитивные мысли и попытки сделать мужу хорошо. Четвертый шаг – это упрощение. Ну тут шарящие челики меня поймут. Когда сложные проблемы общества сводятся к какой-то легкой хуйне, по типу «ну вот это плохо, а вот это хорошо, вот друзья, а вот враги». Людей пытаются поделить на хороших и плохих, и, поверьте, разделенными, переполненные ресентиментом людьми очень легко управлять. Ведь люди будут сами искать повода на бомбеж и обиду. Тут хотел бы напомнить поставить лайк и подписаться. Для маленького YouTube-канала это даст огромный буст. Также у нас есть уютный ТГ-канальчик, где я всегда отвечаю и доступен. Пятое. Ограничение к альтернативному доступу информации. Но тут, собственно, говорить не о чем. Феминистки уже давно банят не таких, в кавычках, в своих сообществах и вычеркивают даже своих,
из движения за другие взгляды. Малейшая дивергенция, и человек уже враг народа и заслуживающий смерти. Шестой шаг — это создание авторитета. И сюда относятся как люди, так и статьи и экспертные исследования ученых. Когда феминистки ссылаются на какие-то исследования по типу тех, что доказывают, что женщины, мол, по силе равны мужчинам. Кстати, на монтаже я так призадумался, если некоторые родфемки считают, что женщины по силе равны мужчинам, то в чем вопрос просто отпиздить бьющего мужа? Селенок не хватает, но надо тренироваться, бро. И в целом в медийном поле они могут ссылаться друг на друга, как будто доверие к информации работает по принципу поискового индекса в Гугле. Мол, чем больше ссылок на какой-то источник, тем он более доверенный. Седьмой шаг. Внедрение ритуалов и символов. Ну тут без воды сюда можно отнести там разные телепузы-парады, разные там телепузы-флаги, ну и так далее. Восьмое. Социальное давление. Если ты придерживаешься традиционных консервативных взглядов, то ты сразу тупой, неразвитый, несовременный мужлан. Сюда еще можно приписать навешивание ярлыков. Мол, вот, мужчины-свиньи, не могут за собой следить, а еще вот по такому-то исследованию женщины лучше работают. Так что вообще они нам не нужны. Тебе пытаются внушить, что если ты не с ними, то ты под ними. Низшее существо, недостойное даже регистрации в Твиттере. Девятый шаг. Зависимость от источника. Честно, хз как, но тут, скорее всего, работает та же тема, что и с думскроллингом. Феминистки весь день сидят в Твиттере. Они буквально зависимы от подтверждения своей собственной точки зрения, от какого-то авторитета в виде крупных медиалиц. Десятый шаг. Дискредитация альтернатив. Собственно, вы, наверное, уже сами заметили, как в их сценках на Ютубе, в ТикТоке, там, в своих историях и в целом в их представлении мужчины — это буквально какие-то животные, одержимые похотью и развлекаловым. Вот они, агрессивные, грязные, скучные мужчины, которые ущемляют нас, бедных и несчастных, но настало наше время, и мы готовы к борьбе. Как-то так мне, по крайней мере, видится популяризация СЖВ-повестки. Вместо феминисток подставьте сюда черных, трансов или еще кого-то. Суть останется. Люди собственной неуверенности, собственной неполноценности и из-за отсутствия собственной головы на плечах уходят в это движение с головой, уходя все глубже и глубже на дно. Я бы мог, конечно, сделать из нас мучеников, мол, вот, они делают игры хуже, фильмы хуже и так далее, но не буду. Мне, как контент-мейкеру, только в кайф на самом деле. Ведь они генерят контент на столетие вперед. О чем будет следующее видео. Целую.